Доброе утро, Коломна! Еще один старый русский город, где во всей мере ощущаешь величие и мощь русской архитектуры. Это, наверное, один из тех городов, в который стоит приехать, если вы интересуетесь русской историей, культурой, хотите побродить по красивым улочкам и окунуться в атмосферу старины. Новый день и новое путешествие. И сегодня мы отправляемся в город Коломна. Коломна – это маленький город, который находится недалеко от Москвы, примерно в 100 километрах. Дорога до Коломны занимает приблизительно около часа, если мы говорим о езде на машине. Мы едем на машине. Также до Коломны можно доехать на автобусе, на электричке и на поезде. Поэтому очень удобно в свой выходной поехать и посмотреть новый город. Мы едем в Коломну на машине, и когда вы едете на машине, то можно выбрать, ехать по платной дороге или по бесплатной. Вот только что вы видели, мы проезжали пункт оплаты. Мы заплатили 230 рублей. Можно ехать и по бесплатной дороге, но платная дорога гораздо лучшего качества, и по этой дороге можно добраться до Коломны быстрее. Кстати, недавно я поняла один факт, что когда ты не планируешь поездку, все получается гораздо лучше, чем когда ты планируешь ее за месяц или за 2 месяца. Так ты не думал о том, что ты поедешь, но потом внезапно решил, собираешься в хорошем настроении, едешь и смотришь новый город. Чаще всего, например, у меня более интересными, более насыщенными получаются именно незапланированные поездки. Мы уже в Коломне, и первая достопримечательность, которую мы хотим посмотреть, это Коломенский Кремль. Сейчас мы с вами идем по улице Лажечникова. Когда-то это была главная улица Кремля, а теперь это главная туристическая улица города. По обеим сторонам улицы исторические здания. Часть из них жилые, а часть это магазины, музеи и кафе. Прямо перед нами вход в Кремль. Коломна началась с Коломенского Кремля, на территории которого было несколько улиц.
Кстати, высокие стены, башни, ров – это совсем не про Коломенский Кремль. Все дело в том, что в 17-м, в начале 19 века местные жители разобрали большую часть крепости на нужды города, чтобы отстроить или построить заново свои собственные дома. И только указ Николая I помог не стереть с лица Коломны одну из самых больших и мощных крепостей России. Сейчас Кремль отреставрировали, и сохранились 2 фрагмента крепостной стены, 6 башенок, Пятницкие и Михайловские ворота, а также несколько церквей и соборов. Ну а сейчас мы с вами находимся на Соборной площади. Эта площадь находится в центре Коломенского Кремля. Эта площадь – самая старая площадь в городе. На площади центральное место занимает Успенский кафедральный собор. Его построили в честь победы Дмитрия Донского над татаро-монгольским игом. Слева от собора находится Тихвинский собор. Ну а сейчас мы решили зайти в одно очень популярное в Коломне место. Это музей пастилы. Коломна славится своей пастилой. Говорят, что экскурсии в музей нужно бронировать заранее, потому как музей маленький. Скажу сразу, внутрь мы не попали, потому что там было много людей, но пастилу и медовуху купили, а также погуляли по территории музея. Кстати, на территории этого музея есть такое маленькое уютное кафе, где можно отдохнуть после долгой прогулки, выпить чаю с пастилой или медовухи. Еще здесь есть небольшой магазинчик, где можно купить сувениры из Коломны, например, пастилу или медовуху. Как же радуется душа, когда я вижу маленькие домики, деревянные окошки, маленькие калиточки, палисадники с флоксами, красивые заборы. В воздухе витает атмосфера старины. В каждом таком городе ты чувствуешь себя совершенно иначе. Ты никуда не торопишься, не спешишь, ты дышишь полной грудью и наслаждаешься тем временем, которое ты проводишь в этом городе. Что, ребята, теперь расскажу о своих впечатлениях об этом городе, о городе Коломна. Город мне понравился. Единственное, нам не очень повезло с погодой, и начался дождь. Но мы успели посмотреть основные достопримечательности, поэтому это, конечно, немножко смазало нашу прогулку, но, в общем, у нас осталось такое положительное впечатление. Что касается достопримечательностей, основные достопримечательности города находятся практически в одном месте. То есть все достопримечательности можно посмотреть за один день. И, кстати говоря, есть старый город и есть новый город. Но это, конечно, 2 большие разницы. Вот как раз-таки в старой части города сохранились те вот постройки в таком старом русском стиле. Такие домики, которые мы также могли видеть и в Суздале. Но, кстати говоря, если сравнивать Суздаль и Коломну, да, архитектура, конечно, похожа, но в Суздаль я хочу вернуться. И, кстати говоря, я поеду в Суздаль на следующей неделе на праздник. И вот у меня возникло более такое ощущение того, что я в каком-то таком хорошем домашнем месте, как будто я приехала к бабушке в гости, когда я была в Суздале. Здесь город красивый, достопримечательностей много, особенно вот те достопримечательности, которые находятся на территории Коломенского Кремля и вот в окрестностях. Да, но есть что посмотреть, но это не вызвало каких-то таких вау эмоций.